Добрый день, зрители! Сегодняшнее видео будет посвящено решению двух проблем у дронов FIMI Mini, с которыми могут столкнуться их владельцы. Но прежде чем приступить к этому рассказу, к этой инструкции, я хотел бы поблагодарить тех людей, которые помогали мне в решении этих проблем. Это участники телеграм-группы FIMI Drone Rus. И особенно хотел бы выразить благодарность одному из участников группы, Рамзесу, который большую часть операций сегодняшнего ролика выполнил на своем дроне. И сейчас снимает на нем очень красивые видео на своем канале. Ссылка на канал в описании к ролику, так же как и ссылка на нашу телеграм-группу. Всем, кому интересна продукция FIMI, добро пожаловать к нам. Сегодня пойдет речь о решении двух проблем, с которыми сталкиваются некоторые владельцы. Первая проблема – это расфокусировка объектива. У меня она появилась не сразу, а когда появилась в левом нижнем углу, как вы сейчас видите. Собственно, эту проблему я первоначально и решал на своем дроне. И вторая проблема, которая появляется у владельцев при около нулевых температурах и ниже, может возникать эффект желе из-за замерзания смазки в подшипниках. Сейчас как раз вы видите пример такого видео. Эту проблему также решим в этом ролике, но обращаю внимание, что дрон у нас рассчитан исключительно на положительные температуры, и исправление именно этого недочета только для того, чтобы нарушать инструкцию, и неисправностью дрона не является. Ну и, конечно, напоминаю, что все, что вы делаете со своим дроном, это на ваш страх и риск. Если вы не уверены в своих силах, не стоит этого делать самостоятельно. Для работы мне потребовался следующий инструмент. Для чистки подшипников я использовал изопропиловый спирт или жидкость для чистки карбюраторов. И для смазки использовал силиконовую смазку. Также хорошо использовать налобную лупу. Итак, будем разбирать камеру дрона FIMI Mini для настройки ее фокуса. Для того, чтобы настроить фокус, нужно разобрать камеру и подготовить ее для того, чтобы можно было фокусировать. Так, предварительно откручиваем саморез вот здесь. Так, мои блестяшки отрываются. И убираем вот эту заднюю заглушечку. Теперь нужно открутить 3 вот этих болта винта. Были самые сложные болтики. Эти откручиваются очень-очень легко. С этой стороны 2 болта, с этой стороны, соответственно, 3 болта. Здесь у нас еще один болтик, который нужно открутить. Так, теперь нам нужно, видимо, отщелкнуть заднюю крышку камеры. Для того, чтобы, потому что сейчас шлейфу мешает.
Здесь у нас еще один болтик, который нужно открутить. Здесь она, крышечка приклеена на какой-то самоклеющийся скотч. Соответственно, ее нужно аккуратненько оторвать. Здесь оно разъем он отцепился уже. Зачем-то оно еще к крышке было приклеено. Так, теперь первый геморрой. У нас плата посажена в корпус на клей. Нам теперь нужно этот клей аккуратно прорезать. А вот здесь у нас, собственно, вон там вот камера, это ее шлейф. И вот теперь нам ее здесь нужно отсюда вытащить. Держится она у нас здесь на 2 каплях клея. Если вы не планируете летать зимой, то после демонтажа защитного стекла можно рассверлить отверстие, клеить камеру и заниматься фокусировкой без дальнейшей разборки. Дальше продолжим на FIMI Mini второй версии. Дальнейшая разборка камеры, промывка подшипников и их смазка. Ну и в конце расскажу о принципах фокусировки. Здесь вот у нас еще одна крышечка, под которой находится разъем мотора. Теперь эти подшипнички нам надо смазать.
Здесь, простите, не уследил, и промывка немножко ушла за кадр. Но принцип такой же самый, как и на камере. Сейчас мы промываем подшипники спиртом, чтобы вымыть смазку. После этого будем смазывать силиконовой смазкой Абра, которая рассчитана на температуру от минус 60 до плюс, по-моему, 200. Ну, неважно, до очень больших температур. Подшипники, к сожалению, закрыты, поэтому полностью смазку навряд ли уберешь. Задача ее количество уменьшить, чтобы потом она, скорее всего, силиконом просто разжижится. Так, теперь нужно рассверлить вот здесь под будущую настройку. Для рассверливания нам нужно сверло диаметром 7 миллиметров. Здесь не нужно ничего выдумывать. Это пластик, поэтому достаточно просто вставить сверло и рассверлить аккуратненько, чтобы не было никаких частей. Потом аккуратненько края подработать надфилем. И проверяем, что наша регулировочная штука сюда входит. И перед тем, как собирать, сделать прорезь, чтобы можно было потом поддеть иголочкой стекло и не разбирать целиком камеру. Таким вот образом. Теперь можно будет сюда подпихнуть иголочку и стекло отклеить. Чтобы лучше приклеилось, нагрел поверхность. Можно, конечно, было погреть стекло, но мне кажется, поверхность проще. Так, и теперь нам нужно смазать все силикончиком. С этим подшипником-то все просто. Его окунуть не вопрос. Так, после того, как все постояло, теперь нужно убрать с поверхности остатки смазки, если они есть. То есть капать нужно очень аккуратно, чтобы все не было улито. И проводим сборку в обратном порядке. Сейчас нам нужно сюда вставить камеру, прежде чем вставлять. Объектив зафиксирован с помощью термоклея, его нужно надрезать, для того, чтобы потом можно было повернуть объектив. Ну и обязательно нужно проверить, что наш специнструмент входит в нужные пазы и поворачивает объектив. И теперь необходимо камеру зафиксировать в корпусе с помощью термоклея T7000 и оставить на сутки сохнуть. Так, клей засох. Клей использовался T7000, в случае чего его довольно легко можно будет удалить. Теперь начинаем окончательную сборку. Затяжку проведем чуть попозже. Разъемы тут, конечно, вставлять жесть. Включаем разъемы, ставим плату, контролируем, что разъемы все застегнулись. Верхнюю плату я никак не фиксировал, она прижмется крышкой.
Ну и в заключение, как производится фокусировка. Это довольно долгий и нудноватый процесс. То есть нагреваем стекло камеры, отклеиваем. После этого распечатал калибровочную таблицу, любую картинку, которая имеет цифры, штрихи из интернета. Разметил две точки на расстоянии 50 сантиметров и 120 сантиметров от картинки. Делал фотографии, выключал дрон, вставлял карту памяти, смотрел качество, опять чуть поворачивал. И так порядка 20 фотографий пришлось сделать на каждом расстоянии. То есть это довольно долгий процесс. Выбирал наилучшее положение. После того, как его выбрал, опять тем же самым Т7000 капнул, дабы зафиксировать объектив в этом положении. Как обычно, если вам понравилось видео, то я попрошу подписаться, поставить лайк, задать вопросы, если они остались. Это является стимулом для моей дальнейшей работы. Спасибо.